Доброго времени суток. Сегодня закончился Кубок Республики Беларусь. Было много команд достаточно. Собрались даже те люди, которых я давно не видел, что мне очень, очень приятно. Стоклеточники, люди, которые играют стоклетки. И интересная ситуация в этом кубке создалась. Очень интересные дележки. Вот первого, второго места и третьего, четвертого места. Получилось две организации соперничали между собой, и вот такие вот дележки. Но мы в обоих случаях проиграли. Рыцопу, то есть за первое, второе место. Дележка не в нашу пользу, и получилось за третье, четвертое. К сожалению, тоже дележка не в нашу пользу, но тем не менее, как получилось, так получилось. Поиграли, все было интересно, замечательно, я хочу сказать, соревнования, как я уже сказал. Много команд было, и вот за последнее время, честно скажу, вот этот кубок мне больше понравился, но за последние, не знаю сколько лет, очень сильно понравился. Спасибо одним словом за этот кубок. И вот по поводу фрагментов я скажу один момент. Будем считать, что фрагменты навеяны партиями кубка. Почему? Потому что, не уверен я, во-первых, за правильность позиции, и, во-вторых, за порядок ходов. Почему? Потому что, был контроль 20 минут с добавлением, и, не успевал просто записывать одну очень хорошую партию. К сожалению, я вообще просто, выпало у меня из памяти, не смог ее записать, хотя я думаю, что было очень полезно. Вот я выиграл одну партию, очень полезная была. И давайте приступим. Вот эта вот партия навеяна творчеством Ивана Бородича, и я думаю, что позиции все-таки такой не было. Почему? Потому что, авторское, вот я считаю, решение, которое я сейчас покажу, оно выиграло. А вот Иван выиграл как-то по-другому. Как он выиграл, честно говоря, не вижу. Как он выиграл. Давайте ход посмотрим эту позицию. Ход белых. Как бы вы пошли. 9 на 3. И вот надо бить сначала на 8, потом на 26, на 48, 25 и или на 14, либо на 9. Видите, какая симпатичная идея вот была в партии. И дальше давайте посмотрим очень хорошую идею, которую мне провел Алексей Куница. Я играл белыми. И партию, как я уже говорил, что с очень сильными перестановками. И не до конца я вам покажу. Вот так вот возникла такая. То есть вы построились. И вот давайте здесь уже будем сосредотачивать больше внимания. Интересная идея. Алексей пошел, очень творчески пошел, молодец. То есть, менять шашки я не хотел. Был, кстати, и такой ход. Я думаю, что более-менее такая открытая была бы игра. И другие, 39, можно было вылезти. Но я решил все-таки сыграть 45-40. И, здесь я считал, что позиция лучше, она так и была, конечно, лучше у белых. Алексей пошел на эту острую позицию. То есть ставить надо, дабы исключить все вот эти вот варианты с 23. Приблизительно, здесь приблизительно все ходы, очень приблизительно. Я вам говорил, что очень приблизительные. Мысль какая-то, наверное. Я помню, что эта мысль была, то есть нельзя 34-29 из-за вот этой вот идеи. То есть 49-43 я тоже уверен, что не делал. Где-то, все-таки я делал 30-39, потому что сам ход по структуре того, как у меня мышление, навряд ли я сделал. Но я вам говорю, что порядок ходов, конечно, я думаю, что очень сильно хромает. Но здесь уже более-менее позиция
сводится к тому, что было. Здесь где-то у меня планы были 3-4-30 сыграть, но почему-то 3-4-29, вот 3-8. Здесь я долго думал, честно говоря. Я понимал, что где-то есть комбинационная идея. Смотрите, видите, очень интересная позиция, комбинационная идея, но все-таки что-то мне дернуло, пошел от 38-33. Несмотря на то, что был кубок все-таки командный, надо было как-то себя сдерживать, но первое, что совсем думал, сначала думал вообще не играть в кубок, но вот решилось буквально накануне поздно вечером, что я буду играть, и как-то все-таки хотелось поиграть. Все-таки конец года, какую-то творческую составляющую хотелось получить от этого кубка. Ну, получил творческую составляющую, кстати, партия очень хорошая, ну, хотя и проиграл. Вот здесь неожиданный ход. Я делаю паузу. То есть, ну, хотелось, конечно, мне хотелось вообще перейти на эту позицию. Можно перейти вот на эту позицию играть. Хотя тут еще не исключено, что ход 33 был очень сильный. То есть позиция очень сильная была у белых, я думаю, была. Вот 36-41. Видите, какой ход, какая идея. Вот Алексей мне провел эту идею. И что я хочу сказать по поводу этой позиции. Так, смотрите, 21. И вот здесь бьет именно 48 на 19. Получается на 30, на 43 и 21 на 3. Вот, видите. И что я хочу сказать по поводу этой позиции. То есть мне вот сложно сейчас в этом состоянии, допустим, было. Алексей психологически меня просчитал, я считаю. Сложно очень было что-то сделать. Потому что, ну, при нормальном контроле, может, я бы что-то сделал. Хотя вероятность очень большая, что я бы что-то здесь сделал. Но вот, когда нехватка времени шла, то есть, ну, быстро я проиграл достаточно эту позицию. Я вам сейчас приблизительно вот покажу идею. Здесь мне где-то надо было меняться, конечно. 42 на 37. Но не видел тут вообще абсолютно ничего. Сложная для меня, честно говоря, позиция была. На 26. И вот здесь 44. Ну и дальше я проиграл. Тут просто он отдал. Наверное, что-то я, возможно, что такое что-то подстраивал тут. Но просто мне отдали. Так, давайте посмотрим. Просто отдали 13-19, ну и еще впоследствии тут проиграл. Вот такую вот позицию. Через пару ходов я проиграл. Но симпатичнейшая, конечно, идея, которую я не видел. Ну и я считаю, что вот она украсила турнир. Вот с творческой составляющей очень сильно украсила турнир эта идея. И очень все было красиво. Итак, до новых встреч. Надеюсь, вам вот эти фрагменты, 2 фрагмента понравились. Особенно, ну, вот этот вот ход, конечно, и в дальнейшем какая была идея. До новых встреч еще.